Всем привет! Я продолжаю украшать квартиру к Новому году. Посылки с Алиэкспресса, к сожалению, задерживаются. Но зато у меня появился вот такой стильный новогодний сахатый. Все началось с того, что я в магазине увидела разных длинноногих оленей, лосей. Один из них мне прям запал в душу, но цена-качество были, конечно, не очень. Цена была высокая, а качество, такое себе. И я решила, раз уж хочется получше, то берись и делай сама. И в итоге я создала вот такого лося. Как вам? Мне он очень нравится, я очень довольна. Он аккуратненький, такой симпатичный. Ко всему прочему, я сегодня вам его не просто покажу, я дам вам выкройку и инструкцию, как его сшить. Постараюсь рассказать все подробненько. Снимала я кусочками, урывками, но все же выкройку вам отрисовала очень красиво, аккуратно, с размерами. Так что надеюсь, у вас все получится. Давайте не будем затягивать, времени до Нового года и так мало. Приступим. Начнем с материалов. Для начала ткани. Нам понадобится трикотаж джерси. Это такой плотный, толстый трикотаж, который хорошо тянется во все стороны, но при этом очень хорошо держит свою форму. Цвет можете взять любой. У меня вот, видите, был и такой светленький, и вот такой потемнее. Были у меня остатки, я брала и тот, и другой цвет, потому что мне бы просто не хватило какого-то одного цвета, поэтому я брала и тот, и другой. Он нам нужен для тела, оно потом все закроется одежкой, сапожками, ничего этого не будет видно, поэтому цвет какой есть, такой и хорошо. Если есть возможность, покупайте вот, например, такой темненький. Если возможности нету, какой будет, такой берите. Для самой игрушки нам понадобится еще вот такая замша коричневая. Замша на трикотаже, она тянется. Поперек тянется хорошо, а вот вдоль долевой нити практически не тянется. Нужен вот такой коричневый цвет для самой игрушки, а для штанишек тоже понадобится замша на трикотаже, но уже какой-нибудь другой цвет. Например, у меня был вот такой коричнево-серый, темный. Тоже были остатки, вот его я и использовала. Чтобы сшить рожки, нам понадобится фетр. Фетр нужен темно-коричневого цвета. У нас он продается кусочками примерно размера А4. Вот у меня был такой кусочек, и израсходовала я только вот квадратик. Где-то 21 на 21 мне хватило. Тут еще даже вот осталось. Для ножек нам также понадобится вот такая трубка, алюминиевая труба. Диаметр 1 сантиметр. Можно взять чуть-чуть побольше, но главное не больше 2. Продается она обычно 1 метр длиной, кусок готовый. Вам понадобится 2 кусочка по 25 сантиметров. То есть такой трубки в 1 метр вам на 2 игрушки хватит. Если есть возможность в магазине ее распилить на кусочки, то попросите, чтобы вам распилили. В больших строительных магазинах иногда такое есть. В моем магазине такой услуги не было, но у меня дома была ножовка по металлу. Она, в принципе, очень легко, хорошо пилит алюминий. Алюминий мягкий металл, так что особых сложностей с этим не возникло. Но имейте это в виду, что вот надо будет 2 кусочка отпилить. Также в строительном стоит приобрести вот такую проволоку. Она очень жесткая, толстая. Это вот медная проволока, вот такая толстая. Еще и в оплетке. Почему я говорю в строительном? Потому что в рукодельном, по крайней мере, я такой толстой, плотной, такой, знаете, жесткой проволоки, видите, как сложно ее сгибать, я не встречала. Поэтому вот поедете в магазин за алюминиевой трубой, вот можете и проволоки прикупить. Вам понадобится кусочек 1 метр. Один кусочек нужен будет 20 сантиметров и 2 кусочка по 40 сантиметров. То есть в сумме 1 метр. Также нам понадобится еще кусочек пластика.
У меня был вот такой. По-моему, это когда-то была бутылка от шампуня. Здесь очень такой неплохой белый пластик. Его я и использовала. Если у вас ничего подходящего такого не найдется, можно в фикс-прайсе купить гибкую досочку. Какую-нибудь такую не сильно толстую поищите. Обычно они дешевые. Вот прикупите, будет вам пластик. Понадобится небольшой кусочек, чтобы вырезать подошву, в ножки вставить. И еще маленький кусочек для крепления внутри тела. Еще нам понадобятся утяжелители. У меня вот такие стеклянные бусины. Они тяжелые, такие увесистые, особенно когда их вот так вот в жменьку берешь, побольше в кучку, они достаточно так существенно по весу. Нам нужно будет утяжелить ножки, поэтому нужно вот что-то такое тяжеленькое, что можно снизу понаклеивать такой горсткой, и они помогут нашему лосю получше стоять. У меня были вот такие бусины. У меня их много, целая вон пачка. Расходую я их крайне медленно, поэтому я решила их вот тут приспособить. Если у вас ничего такого тяжеленького не найдется дома, прикупите какие-нибудь дешевые, тяжелые бусины, например, или какие-то камешки используйте. В общем, что-то тяжеленькое. Также еще нам понадобится вот такая мягкая обычная проволока. Такая уже продается в рукодельном магазине. Без особых проблем ее можно найти. Она нам понадобится, когда будем крепить рожки. Такой проволоки нужен 1 метр 20 сантиметров. Мы ее будем складывать вдвое и вставлять в рожки. Также нам еще понадобится синтепон, небольшой кусочек, наполнителя побольше, горячий клей тоже побольше, его много уйдет на игрушку. Еще пара глаз, 7 мм, клеевые, обычные черненькие глазки. Ну и, конечно же, швейные ниточки под цвет тканей, для вышивания носика тоже ниточки темно-коричневые, ножницы и, в принципе, все. Сшивать игрушку, конечно же, я советую на машинке швейной. Используйте эластичную строчку, если она у вас на машинке есть. Если ее нету, используйте зигзаг. Зигзаг обычно есть даже на самых бюджетных машинках. Так строчка будет эластичная. Если машинки у вас нету, можно шить вручную. Еще такой момент. Насчет свитерочка, шапочки и шарфика. Я вязала их спицами, но я вяжу спицами очень-очень плохо и медленно. Я даже спицы неправильно держу, чтобы вы понимали. То есть спицы это совсем не мое, но я их отмучила, связала. Вам же я советую не вязать спицами, а просто сшить. Выкройку я вам дам. Можно поискать в магазине ткань, такое вязаное полотно. Вот прям свитер, только скрученный в рулоне. Так это выглядит. Такое продается в магазинах, бывает. Если найдете, класс. Возьмите себе кусочек и просто сшейте и свитерок, и шапочку, и шарфик. И не мучайтесь. Если такой ткани вязаной не найдете, подберите какую-то еще. Если же вы спицами вяжете очень-очень хорошо, то по той выкройке, которую я вам даю, я уверена, вы сможете подобрать нужное количество петель и связать аккуратные вещи еще получше, чем у меня. Потому что я потом еще подправляла там иголочками и всякое такое, чтобы это выглядело прилично. Поэтому я и советую сшить и даю вам выкройку. Кажется, все. Материалы обсудили. Можно приступать. Шить игрушку мы будем снизу вверх, то есть начинаем мы с ножек. Сейчас вы видите выкройку для подошвы, для пластиковой вставочки. Вырезать нужно 2 такие штучки. Обратите внимание, кружочек, который нарисован, его вырезать не нужно. Это просто я пометила вам, где нужно вклеить трубу. Берем наши 2 вот эти пластиковые части.
берем кусочки алюминиевой трубы и бусины, и много-много горячего клея. И формируем вот такую конструкцию. Клея не жалейте, намазывайте со всех сторон, хорошенько все промазывайте. Далее отрезаем от синтепона вот такую длинную, не широкую полосочку и обматываем ею нашу трубу. Можно в нескольких местах горячим клеем скрепить, просто чтобы синтепон не сползал. В итоге у нас получается вот такой костяк для ножек. Теперь можем шить сами ножки. Опять же, даю вам выкройку. Не забывайте про припуски. Обратите внимание на сгиб ткани. Нужно выкроить 2 такие детали. Затем, когда детальки готовы, натягиваем их через верх на наш костяк. Набивать саму ножку сверху, там где у нас труба, не нужно. Мы там специально обмотали синтепоном. А вот снизу ножку обязательно нужно хорошенько набить, плотненько. И снизу края ткани подвернуть и приклеить горячим клеем. Посмотрите, как у меня это сделано. Ножка готова. Теперь можно сшить сапожки. Опять же выкройка. Не забываем про припуски. Если вы хотите, чтобы сапожок был с оторочкой, то возьмите мех. По длине вам понадобится кусочек где-то сантиметров 8-9. Лучше взять побольше и потом отрезать, чем будет маловато. Ну а по ширине это уже в зависимости от того, насколько большую вы хотите оторочку сделать. Сапожок надеваем через верх. И точно так же, как мы до этого клеили ножку к подошве, мы приклеиваем край сапожка снизу, тоже на горячий клей. Подворачиваем полсантиметра примерно и приклеиваем. Вот я полностью доделала сапожок. Смотрите, как интересно получилось. Я вот эти края подогнула на горячий клей. Но в итоге у нас ведь и внутренняя часть тоже была подогнута, и еще наружная подогнулась. То есть вот этот край был гораздо толще, чем серединка, где никакой ткани нет, только вот пластик. Я сначала думала, что буду приклеивать резиновую подошву снизу. Но потом вот эту часть просто заполнила горячим клеем, знаете, так с лихвой. Потом приложила скользкую бумажку от двустороннего скотча, желтенькая такая. Прогрела хорошенько все это дело утюгом и прижала к плоской поверхности. Прижала, подержала, чтобы все это остыло. И в итоге у меня получилась, смотрите, такая идеально ровная поверхность. А вот эта вот часть, которая полностью из горячего клея, она на ощупь такая немножко силиконовая. Благодаря этой части ножки очень классно стоят. Она немножко сопротивляется и не скользит. Поэтому я решила так и оставить. Я ничего не буду сюда клеить, ни ткань, ни резиновую подошву. Просто вот оставлю так, как есть. Меня, в принципе, этот вид не смущает. Он снизу, его не видно. Он достаточно аккуратный. Эту игрушку я делаю для себя, так что не на заказ. Поэтому переживать, что где-то там внизу, снизу, под ножками как-то не совсем аккуратно, думаю, не стоит. Поэтому я так и оставлю. Меня все устраивает. Вторая ножка тоже готова. Тут немножко капелек попало. Но в целом, вот так вот, ничего не видно. Все аккуратненько. У нас готовы ножки. Можно приступать к шитью штанишек и нижней части тела. Сейчас вы видите выкройку для штанишек и для нижней части тела. Выкройки на самом деле очень похожи, отличается только длина колош. Штанишки подлиннее, нижняя часть тела там покороче. Нижнюю часть тела шьем из трикотажа джерси, а штанишки шьем из замши. Вот так по итогу это будет выглядеть. Выворачиваем. А вот так выглядят штанишки. Та же выкройка, только подлиннее колоши.
Надеваем штанишки и нижнюю часть тела через верх. Затем вот здесь снизу калоши пришиваем. Эта линия примерно на 2 сантиметра ниже, чем край сапожек. Нижнюю часть тела тоже пришиваем. Вот эта линия на 4 сантиметра 3 миллиметра выше, чем наша линия вот края штанишек. То есть вот это расстояние вот здесь 4 сантиметра 3 миллиметра. Кстати, вы можете видеть, у меня тут пометки. Я их специально сделала, чтобы аккуратно, ровно пришить, чтобы тело не перекосило. Тут у меня на боках пометки, и сзади тоже, здесь тоже. И вот я аккуратненько пришила. Еще такой момент. Ножки сверху я сделала вот таким образом. Натянула ткань и засунула ее внутрь трубы. Ткань джерси хорошо тянется. Я ее натянула и туда запихала. Еще клеем хорошенько промазала, чтобы все это хорошо держалось. Теперь они выглядят вот так. Теперь нам нужно сделать верхнюю часть нашего скелета. Из пластика нужно вырезать вот такую детальку. Опять же даю вам схемку. Здесь уже отверстие нужно вырезать. Эту пластиковую часть нужно поставить вот сюда. А здесь сверху нужно вставить проволочку. Один кусочек идет вот так, а два других длинных идут вот так. Схемку сгибания проволочек я вам тоже здесь вставлю. Там ничего сложного. Все это дополнительно еще обмотаем лейкопластырем, чтобы все хорошо держалось. По итогу получится примерно вот так. Я еще здесь промазала горячим клеем и тут, и внизу, чтобы все было понадежнее. Теперь можно нижнюю часть тела набивать хорошенько и натягивать штанишки. Вот так у нас уже получается. Тут я хорошенько набила. Ворс на замше надо хорошенько пригладить, а то я тут мацала во все стороны. Но мы это потом пригладим. Обратите внимание, там вот сверху полосочка, видите, на теле нарисована. Вот штанишки нужно хорошенько натянуть и вдоль этой полосочки пришить к телу, чтобы штанишки не сползали и держались хорошо. Теперь, когда нижняя часть готова, можно приступать к пошиву верхней части. Даю вам выкройку и еще такой совет. Шейте верхнюю часть и ручки тоже из замши коричневой. Я когда шила свою игрушку, я, к сожалению, взяла трикотаж джерси. Это было плохое решение, потому что шея и кончики ручек видны из-под свитера, и пришлось потом к ним дошивать кусочки коричневые, чтобы все красиво выглядело. Чтобы вам такой ерундой не страдать, я вам сразу говорю, берите замшу коричневую и шейте из нее и верхнюю часть тела, и ручки. Выкройку я вам тоже даю с учетом того, что вы будете шить из замши. Опять же, не забываем припуски, шьем. Когда верхняя часть готова, ее надо хорошенько набить и надеть сверху на тело. По нижнему краю нужно пришить. Получается вот так. Сверху еще будет набиваться, там где шея. Теперь можно приступать к пошиву ручек. Вот наша выкройка. Опять же, как я и говорила, берите коричневую замшу. Вот готовые ручки. Видите, мне пришлось шить ручки из двух тканей по итогу, потому что я с тканью для верхней части тела изначально была ошиблась. У вас же будет замша, и вам не придется из кусочков делать. У вас будут сплошные коричневые ручки, как полагается. Сверху кусочек не дошит, примерно на длину 2,5 сантиметра. Нам это необходимо при пришивании ручек. Сейчас вы все увидите, как это будет делаться.
Булавками я пометила, где у нас будут пришиваться ручки. Здесь 2,5 сантиметра во все стороны. Здесь под прямым углом, ну примерно. Здесь расстояние отсюда до сюда 9,5 сантиметра. Точно так же точки со второй стороны для второй ручки. Сейчас я пришью и покажу вам, как это должно выглядеть. Смотрите, как это выглядит. Пришито вот здесь сверху и снизу таким треугольничком. То есть вот ваша ручка. Вы ее раскладываете вот так. И вот сюда ее нужно пришить. Вот эти стороны сами по себе подворачиваются. Крепите в нужных точках и пришиваете. Когда пришиваете, уже в самом-самом конце обязательно хорошенько набейте сверху, чтобы сформировать плечо, чтобы оно обрело форму. Вот. Три сверху и одна снизу. Снизу это вот это. И вот таким образом нужно пришить по треугольничку. Готово. У нашего лося появились плечи. Теперь можно делать свитер. У меня получился вот такой свитерок. Как я вам и говорила, вяжу спицами я очень плохо, очень медленно. Ну, как получилось, так получилось. В принципе, неплохой, симпатичный свитерочек, но я вам советую все-таки сшить его, а не вязать. Особенно, если спицами вы вяжете не очень, как я. Выкройку свитерочка я вам прилагаю, а там уж вы сами решаете. Либо сшить, либо связать. Размеры все указаны, так что я думаю, вы сориентируетесь. Приступаем к шитью головы. Сейчас у вас на экране выкройка. Голова у нас состоит из 4 деталей. Передняя верхняя, передняя нижняя, задняя верхняя, задняя нижняя. И в таком же порядке вам стоит их сшивать вместе. Результат должен получиться вот такой. Снизу оставлено отверстие. Вот это наша первая деталь, вот это вторая, вот это третья и четвертая, задняя нижняя. Сначала зашейте все выточки, а потом соединяйте детали вместе. Сначала первую соединяйте со второй, потом к ним присоединяйте третью и уже в самом конце пришиваете четвертую. Также я уже вышила носик. Как вышивать носик, урок есть на канале. Подкладывала фетр и поверх него вышивала. Теперь можно шить ушки и рожки. Выкройка. Ушки мы вырезаем из коричневой замши, а рожки из темно-коричневого фетра. На ушках припуски нужны, на рожках припусков не нужно. В итоге получаются вот такие ушки. И вот такие рожки. Рожки я обшивала зигзагом на машинке, ставила достаточно густой шов, потом аккуратно набивала и вставляла проволочку. Вставляется она вот здесь. Длина проволочки 60 сантиметров, сложенная вдвое получается 30. Фетр постарайтесь найти помягче. У меня слишком жесткий, в итоге видны заломы. В принципе, это выглядит неплохо, даже немножко натуральности придает издалека. Но все же хотелось бы помягче, чтобы поровнее все было. На голове помечаем, где у нас будут располагаться рожки. Здесь примерно 2 сантиметра в сторону и 2 сантиметра вверх. То же самое с этой стороны. 2, 2. Перед тем, как пришивать рожки и ушки, нам нужно сшить шапочку, шапку-ушанку. Выкройка выглядит вот так. Опять же, не забываем про припуски. Если вы
шапку хотите делать с подкладом, то выкройка для подклада такая же. Подклад, вообще говоря, меньше, чем наружная сторона. Но благодаря тому, что подклад мы будем делать по той же выкройке, он будет чуть-чуть великоват и как раз таки будет торчать наружу. Особенно это актуально, если вы подклад будете делать пушистый, меховой. Как раз вот этот избыток вылезет наружу и будет красивая, меховая, не очень толстая оторочка. У меня шапочка получилась вот такая, после долгих-долгих мучений. Подклад тоже делала из велсофта, беленького, мягкого. Тот же материал я использовала для оторочки кофточки и сапожек. Показываю вам ее со всех сторон. Если вы все же решитесь вязать спицами, то, думаю, по видео, посмотрев со всех сторон и посмотрев размеры выкройки, вы сможете сориентироваться, сколько где вам нужно будет сделать петель. Но я все же советую вам просто сшить шапочку. Так будет быстрее. Пришиваем рожки. Проволочками я пробила шапочку, пробила голову в тех точках, которые мы отмечали, и вывела хвостики проволочек вот сюда в отверстие. Рожки вот здесь пришила и вот здесь по краям. Вот здесь рожки не пришивала, хотя в принципе можно было бы. Еще такой момент. Когда пришиваете рожки, вернее, перед тем, как их пришить, вот здесь на проволочках лейкопластырем сделайте небольшие стоперы. То есть обмотайте лейкопластырем, чтобы она не выезжала вот сюда, не вытаскивалась, чтобы она там застряла. И набейте хорошенько рожки снизу. Все, рожки готовы. Пришиваем ушки. Ушки. Обратите внимание, мы подкладываем краешек вот тут снизу на 0,5 сантиметра, а вот здесь сверху на 1,5 сантиметра. То есть вот так по косой получается. А потом немножко подгибаем. Не до конца, а вот так немножко. Иголочкой вот здесь скрепляем, чтобы нам удобнее было пришивать. И в итоге у нас получится вот такое ушко. Вот одно, и также симметрично нужно сделать второе. Вот так у нас получается. Теперь нужно все хорошенько поправить. Шапочку тоже поправить, чтобы все было ровненько. Шапочку, кстати, можете еще дополнительно в нескольких точках прикрепить к голове, чтобы она никуда не сползала. Голова готова, можно пришивать ее к телу. Так, хвостики проволочек, которые у нас остались, сгибаем вот таким образом. Одна из них пойдет вверх, вот эта. Вторая пойдет вперед, сюда, к мордочке, чтобы голова надежнее держалась. Проволочки, которые от рожек, вставляются вот сюда, сзади. Осталось у нас сделать шарфик. У меня получился вот такой. У него длина примерно 63 сантиметра, а ширина 4,5. Тут я вязала сплошное полотно шириной 9 сантиметров, потом сшивала. И получилось вот 4,5. Опять же, его можно сшить просто из ткани. Голова пришита, можно шарфик одевать, приклеивать глазки. И все, наш очаровашка будет готов. Надеюсь, вам нравится результат. Надеюсь, у вас все получится, и вы еще успеете нашить таких игрушечек до Нового года. Времени осталось немного, но все-таки выкройка есть, инструкции есть, вы еще можете все успеть. С наступающими вас праздниками! Делитесь в комментариях, как ваше настроение, как ваши дела. Всем пока-пока!